Олени и страдания. Развод на алименты через 3 года. Сильно и успешно разводится, скидывает ребенка на бывшего, но ей все мало. Цель оправдывает средства. Женщина после развода фактически оставила ребенка на бывшего мужа. Сама занялась своими делами, не до ребенка. Потом выждала время для накопления суммы алиментов и пошла в суд и к приставу. Конечно, она сильно независима, но ведь денег много не бывает. Серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый серпень. Жена предпринимает личностный рост. Занятная история произошла с моим коллегой лет так несколько назад. По работе мы постоянно катались по командировкам, а потому немало общались. Назовем знакомого, но, допустим, Евдокимом. Тут замечу, в той компании я был еще из HR. Логично, что я был в курсе того, кто чем дышит и как живет. Иногда сотрудники подходили ко мне за советом, и я реально пытался помочь. На корпоратив многие приходили с семьями, и после некоторого количества выпитого я даже общался с женами сотрудников. Сопоставлять я умею, потому знал и догадывался про самые любопытные вещи. Вначале герой нашей истории был женат, сыну где-то лет 7. Ну, то есть муж и жена были вместе не 1 год, и их, видимо, все устраивало. Но жена записалась на курсы личностного роста, по окончанию которых возникла навязчивая идея расти, а может даже развиваться. Ну, то есть пришло время выходить из зоны комфорта и подниматься выше серой массы. Для реализации сокрытого где-то внутри потенциала она стала индивидуальным, не боюсь этого слова, предпринимателем и открыла парикмахерскую. Правда, успешный успех к ней в гости не торопился, а потому она в гордом одиночестве пахала от рассвета и до заката. Под штаб-квартиру динамично развивающейся компании пошла однушка-хрущевка на 1-м этаже в спальном районе. Часть финансов на покупку недвижимости и ремонт были получены нашей компанией в виде кредита. Кстати, ремонт той парикмахерской делал наш Евдоким, да и компания ему помогала. Например, заказываем газель для перевоза по городу, Евдоким заодно за нужных себе довозит. Лестницу у нас же варили, наш электрик помогал с проводкой, много чего. Как легко догадаться, компания Евдокима ценила. Он был, может, и не идеальным, но однако нормальным, ответственным мужиком. Характерный момент. Его сын постоянно был вместе с ним. Мужчина спросил разрешения, нормально ли, что сын будет на работе. А мы чего? Паренек спокойно никому не мешал, потому всем офисом входили в положение. Пока отец ездил по делам, ребенок ждал его в офисе. У нас как-то организовывали досуг. Женщины вкусняшки приносили. Да и другие своих детей приводили, так что и компания пацанов была. Так складывалось, что на выходных мы с Евдокимом по делам тоже постоянно пересекались. Потому я видел, что летом его сын все время с ним. Летом весь Евдоким с сыном переезжал на дачу. Тем временем жена работала в своей парикмахерской. Понятно, что у них все было непросто. Да у всех все непросто. Но наша компания, чем могла, старалась им помочь. Все мы люди, все мы пытаемся в этом мире как-то выжить. Тут замечу, Евдоким показал себя как вполне хозяйственный мужик, который в состоянии позаботиться о себе и своем сыне. Успешный успех не для всех. Спустя какое-то время Евдокиму понадобился совет, с женой начались проблемы. Жена начала общаться с консультантами по личностному росту, стала сидеть на женских бизнес-форумах. Она ведь теперь бизнес-вумен и растет, а может до нее как-то не дотягивает. А с чего начинается успех? Правильно, с грамотного поимелого ближнего своего. Тут я сокращаю историю. Мы с Евдокимом много разговаривали. Я пытался посоветовать, как разрулить ситуацию. И все равно пытался взглянуть на происходящее ее глазами. В конце концов, позади год ее индивидуальной предпринимательской деятельности. Работы приходится много, а вот денег как не было, так и нет. Мне эта проблемность затеи была понятна с самого начала, но я пытался найти какие-то точки роста и что-то посоветовать. В общем-то, еще на стадии генерации идей для стартапа я пытался их скорректировать. Расположение будущей парикмахерской было так себе. Задворки в спальном небогатом районе, место крайне непроходное. А расположение для подобного бизнеса решает все. Справочно, разница может быть даже на каком угле дома расположено заведение. В 10 метрах от остановки или 20. Рядом есть магазин или нет. И тут наши бизнесмены собрали фулл хаус. Расположение было бы хуже, разве что если бы они открылись в глухом лесу, в километрах 100 от ближайшего жилья. Из целевой аудитории у стартапа только пенсионер, которых наш бизнес-вумен и стригла за копейки. Если уж говорить про парикмахерскую, надо было открываться в каком-нибудь торговом или офисном центре. Набить все возможные шишки. Для нее и его это был первый бизнес. А по итогу смотреть, как действовать дальше. Так бы они минимизировали затраты и риски. Но про подобные модальные вещи на курсах по личностному росту, видимо, не говорили, потому и меня не слушали. Про анализ рынка и бизнес-планирование они тоже явно не знали. Они сразу выбрали Попадалова на расходы с покупкой квартиры, однушки, хрущевки.
Денег, конечно, в обрез, потому квартира покупалась черта где, исходя не из наличия потенциальных клиентов, а с позиции денег было только на это. Понятно, что источник будущих проблем был заложен еще до старта. А далее затраты на перевод квартиры из жилого фонда, ремонт, попытки рекламы. Еще раз отдельно замечу, я старался помочь им как мог, но толку от советов, если проект был изначально ущербный. Ну да, прошел год, итоги движухи не впечатляют, работы много, денег нет от слова совсем. И как водится крайний кто? Конечно, муж. Ведь она растет, нужно еще просто немного подождать, а он так остается ничтожеством. А ведь именно он дал половину на покупку квартиры, полностью за свой счет сделал ремонт. Причем ремонт делал он же, да еще с помощью нашей компании. И понятно, что помогали мы ему, а не ей. Он содержал ее все это время. Она-то зарабатывала копейки лишь на оплату коммуналки и текущие расходы по содержанию стартапа. В какой-то момент из всех разговоров с Евдокимом за жизнь мне стало понятно, дело идет к разводу. Евдоким, конечно, отвечал, что не может быть, она просто устает. И, конечно, однажды сообщил, завтра у него суд, жена подала на развод. Неожиданно, ага. Я делал это для нее, я все делал для нее. А теперь она ушла. Что же дальше? Он переселяется на дачу, там нормальный дом, сын по-прежнему с ним. Ребенок де-факто свою мать видел время от времени, видимо, чтобы не забыл. Хотя формально суд оставил его матери. Время лечит. Но время шло, и Евдоким стал встречаться с другой женщиной. У той тоже был ребенок, примерно ровесник его сына. Теперь уже на даче и у нас в офисе болтались два пацана. Но прикалывались, ну что, детей коллекционируют. Ну да, дети оказались спокойны, не мешали, потому не жалко. Видимо, дела у Евдокима шли неплохо. В какой-то момент я увидел с новой женщиной, с явными признаками беременности. С предыдущей женой Евдоким, с его слов, порешал нормально. Давал ей деньги на ребенка. Ну, так-то можно сказать, что я свечку не держал, и при передаче денег свидетелем не был. Но сын-то на самом деле постоянно был с ним. Бывшей жене был просто не до ребенка. Я регулярно видел Евдокима с обоими мальчиками в детских развлекательных центрах. Собственно, их не так много у нас тогда было, рядом с кинотеатрами. Я ходил в кино или кафе и видел Евдокима с ребятней. Вообще про таком отношении к детям мне понятно, почему другая женщина в него вцепилась. Ну и через офис регулярно проносились игрушечные покупки для мальчиков. Не думаю, что Евдоким себе их покупал. Как легко понять, сын Евдокима во время встреч с матерью много чего ей рассказывал. И то рассказы сына явно не нравились. И бывший без нее не спился, не стал бомжом. Получается, вообще не по инфо-цыганским тренингам. Это что же, не она его сделала, не такое же он чмо, а что если? Вдруг она совершила роковую ошибку и сама отказалась от нормального мужика. Какой тут успешный успех? Как же так? Мужчина без нее не превратился в быдло. У него вместо того без проблем сложились новые отношения. И вот уже новый ребенок планируется. Получается, новая самка разглядела то, что упустила она, и наша успешная сделала следующий шаг. Денег всегда мало. Я прекрасно понимал проблемность бывших отношений Евдокима и советовал ему собирать чеки со всех трат на сына. А деньги бывшие давать не наличными, переводить с карты обязательным назначением платежа на сына. Но мы же понимаем, Евдоким меня не слушал. Он говорил, что я ничего не понимаю, что у него все хорошо и все под контролем. В очередной раз. Один прекрасный день наступил примерно спустя 3 года после развода. Бывшая подала в суд на алименты. Мол, она бьется с ребенком, как рыба об лед, а этот подлец в жизни сына никак не участвует. Естественно, суд присудил оплатить алименты за прошедшее время. Евдоким получил требование от приставов в месячный срок погасить задолженность и в дальнейшем переводить алименты бывшей жене. К оплате единоразово выставили серьезную сумму. Важно, долги по алиментам чуть ли не единственные долги, за которые в этой стране приставы реально бьются. В общем, Евдоким поимел конкретные проблемы. И тут опять мое участие. Я официально от компании ездил к приставам и давал показания, что ситуация немного не такая, как бывшая жена представила в суде. То мы решение суда понимаем, но жестить совсем ни к чему. Так-то вопросов подолгу не было. Тут метаться было поздно, думать надо было раньше. Я, конечно, отвел Евдокима в дружественную юрфирму, но там лишь пожали плечами. О чем ты раньше думал? О чем ты думал, дебил? Если у тебя в качестве доказательства только усы, лапы и хвост, иди и плати. По факту ситуацию разрулил я, иначе бы глупец остался без трусов. Его предупредили об уголовной ответственности. Все шло к тотальной описи имущества. На встрече с приставом Евдоким сорвался, начал кричать. Я просил его заткнуться и выйти. Пристав объяснил, что это мой подчиненный, и в интересах компании миром разрулить создавшуюся ситуацию. Еще я дал показания, что все не так уж однозначно. Да и приставам стало понятно, что с моей помощью вопрос пойдет быстрее. Важно, я понимаю, как работают приставы, потому дал понять, что метаться мы не будем. Все необходимое будет выплачено. Просто просим немного ослабить тиски. Приставы ощутимо расслабились, согласовали схему погашения. Нужно понимать глубину проблем. Евдоким платил текущие алименты, четверть зарплаты, и назначенный судом долг по алиментам.
Человек влез в долги на покупки квартиры для стартапа жены, потом ремонт, потом расходы на сына, а теперь огромный долг и текущие элементы. Тут особо отмечу. Бывшая выбрала максимально жесткий способ решения вопроса. Не было попыток как-то решить вопрос миром. Даже при такой явно мошеннической схеме все можно было разрулить куда более спокойно. Но нет, женщина сразу пошла в суд к приставам. Представьте состояние мужчины, который сознает фактическую невиновность, а его ломают. Ты можешь кричать. В этом нет ничего постыдного. Кто общался с приставами, знает, что это равнодушные, циничные люди, которых ничего не трогает. А по элементам они работают максимально жестко. И цель бывшей были не просто деньги, она целенаправленно хотела сломать мужика. А что первый сын? Он все так же постоянно был с Евдокимом. Бывший тот не особенно-то и нужен. И один профит с таким оленем. Да, а ведь я говорил. Опасные маркеры бросают в глаза задолго до развода. На каждом этапе было четко понятно дальнейшее развитие ситуации. И на каждом этапе ущерб от проблем можно было минимизировать. Но мужчина не слушал, убеждал себя и нас. Плохое произойдет с кем угодно, только не с ним. Если твоя жена идет к успеху. Итак, наша традиционная рубрика «Что делать?». Если твоя жена заговорила про успешный успех, будь готов к разводу. Прими как данность, тебя будут пытаться поиметь самыми жестокими извращенными способами. Теперь ты ресурс, как нефтяная вышка. То есть тебя необходимо выкачать, а потом перейти к новому проекту. Тебя будут выжимать как тряпку, досуха еще сильнее. И ни одна тряпка не бывает настолько сухой, чтобы ее нельзя было еще немного додавить. Не будет никаких понятий, мы же договоримся, никакой чести и жалости. Ты просто ресурс для дальнейшего потребления. С позиции управления рисками приходится признать, ничего с этим не поделать. Предотвратить это нельзя. Модель «я буду для нее хорошим мужчиной и все будет хорошо» не работает. Любые ответные действия всегда следуют слишком поздно. В наших силах лишь минимизировать ущерб. Мужчина после развода пребывает в состоянии депрессии, а потому уязвим и легко ведет на женскую доброту. Мол, она развелась со зла, пройдет время и отпустит. На деле бывшая жена – чужой и крайне доброжелательно настроенный к тебе человек. Почему-то же развелись. И если с тебя будет возможно что-то еще поиметь, так и будет. Если у вас есть дети и ты после развода участвуешь в их жизни, заведи отдельную банковскую карту. В дальнейшем все детские платежи делают только с нее. Это нужно не для приставов. Они все равно видят все оформленные на тебя карты и накладывают арест сразу на все. Отдельная карта нужна на случай необходимости доказать суду твое участие в жизни ребенка. Ты просто делаешь выписку с карточки, без необходимости разбирая сотни платежей. Просто вся распечатка со счета. Да заметно упростит тебе жизнь и облегчит историю с судами. Далее. Все переводы на ребенка бывшей жене делать с примечанием на ребенка. Если делаются платежи напрямую ребенку, нужно стоять, чтобы карта была именная. Все такие платежи на карту ребенка с пометками типа «в подарок», «на учебу» и так далее. Большими зелеными буквами вверх. Обязательно примечание значения платежа. Во время всех походов с ребенком куда-то делай совместные фото. Это не только на память. Платишь наличкой, сохраняя чеки. Купил подарок, чек и фото ребенка в подарком. Учись фотографировать, собирая чеки. Когда бывший подаст в суд, ты очень просто докажешь свое серьезное участие в жизни своего ребенка. Что ты заботишься о нем и на регулярной основе даешь на него деньги. Необходимо понять, суд твои слова и сопли не убеждают. Убеждают только документы. Возникла проблема, ты просто показываешь платежи и фотографии. Вот ты переводил деньги жене на ребенка, а вот и с ребенком были кафе. Вот платеж и вот ваше совместное фото. Всегда помни, хождение по судам и общение с приставами крайне неприятно. Будешь прятаться от проблем, тебя уничтожат. Твои искренние сопли разве что помогут снизить жесткость наезда приставов, но если ты не готовился, с тебя взыщут все. Женские тренинги по личному росту – это не про то, как стать самостоятельной, сильной личностью. Там учат, как с одного оленя срезать 10 шкурок. У тебя будут серьезные проблемы, если ты не сможешь доказать, что деньги все-таки давал. И да, доказывать надо в суде. Когда дело дошло до приставов, метаться уже поздно. А в суд надо приходить хорошо подготовленным. Справочно, чаще всего дело в суде выигрывается до суда. Обычно все понятно еще до заседания. Все это звучит крайне неприятно, но развод вообще крайне печальная и грязная история. И судьи и приставы такие не потому, что там все люди плохие. Они просто сопливые истории слышали тысячи раз. Они не в состоянии вникать и сочувствовать. Судья решает на основе формальных признаков, буквы закона. Пристав с чуткостью топора выполняет решение суда. Если не хочешь, чтобы тебя напоследок еще раз жестко поимели, будь готов.